переместились в крымские степи. А кто у нас там тьмы-то? Это художественное. У меня, честно, просто я не знал, какую рифму ставить. Я очень долго себя переламывал. Какой свет и тьмы? Типа, это же, это сказки. Там нету света и тьмы, там, я не хотел там турков оскорбить никак. Но у меня вот тупо не хватило у меня... Словов, словей, да. Конечно же, никакого там нет ни света, ни тьмы. Это была борьба империй, расширение. Я даже не могу посчитать, какая по счету это была русско-турецкая война. Сколько? 11 их там было, по-моему. Ну, это вот если мы говорим про начало присоединения Крыма, Кучук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года. 8-я, что ли, по счету, или 7-я? Я вот, ей-богу, у меня все время проблема с русско-турецкими войнами, настолько их до хрена. В общем, клип нас переносит во времена боев у города Туртукай в Болгарии. Это была там русско-турецкая война. Там были и крымские степи, и там шли бои, и в Болгарии шли бои. А Туртукай — это такая крепость, не особо большая, но чем она примечательна? Это первая победа Суворова, первая самостоятельная победа, где ему дали там корпус. Покомандовать. Я не знаю, не корпус, конечно, там меньше было. Там, дивизию, может быть, я не помню точно. 7 сотен воинов у Грозных ворот. Я все по текстам вспоминаю, эти. 700 человек их было, они пошли на штурм Туртукая, а я опять же небольшую легенду, это уже не легенда, это уже правда, он самовольно взял Туртукай, потом вернулся, отрапортовал Туртукай, как-то он стихами это написал еще, Туртукай взят, и я там, не помню дословно, на что ему сказали: ты что, собственно, мы тебе приказывали просто подойти и стоять, а ты пошел, взял город. Вот. Не отдавать же обратно теперь. Его хотели линчевать, об этом узнала Екатерина и сказала, как победителей не судят. Ее знаменитая фраза, и сказал: Суворов молодец, так что взял, все, не взял бы, то и не взял. Давайте мы немножечко про русско-турецкую войну послушаем. На самом деле очень смешно, я все время так вот пытаюсь на весах истории уравновесить. Вот у нас 1774 год, Кучук-Кайнарджийский мирный договор, а в 1776 году начинается американская революция. Я думаю, как это одновременно все, а? Это так. Мы очень, кстати, участвовали в американской революции. Скажем так, мы им благосклонно помогали. Участвовать мы прямого участия не принимали во всем этом. Вернемся к нашему. Да, вернемся. Самая главная идея была, причем это не Екатерина была идея, эта идея была еще Ивана Грозного. Крым забрать-то себе? Потому что это была постоянная чудовищная угроза. Что бы ни происходило, что бы ни происходило, у тебя проблемы с Великим княжеством Литовским, будь уверен, как только ты войска поведешь разбираться с литовцами, тебе с фланга крымчаки обязательно шарахнут. Придет крымский хан, как Дамоглов и меч. Это было нон-стоп. Во-первых, от них откупаться приходилось за очень дорого. Есть такой термин, мне он страшно нравится в историографии. Называется крымский аукцион. Крымский хан сидел в Бахчисарае и предлагал полякам-литовцам, сначала полякам-литовцам, а потом поляко-литовцам, после того, как это стала одна Речь Посполитая, и нам. Деньги неси, подарки, это назывались поминки. И если ты хорошо заплатишь, я нападу на поляков. А если они хорошо заплатят, на русских. Прикольно. И это была чудовищная проблема, потому что у нас были Ливонские войны. Не Ливонская война, а Ливонские войны. Это, считай, с 1558 по 1582 год. Это напряжение было невероятно. У нас была 1, 2, 3 русско-литовские войны. Потом войны с Речью Посполитой, 13-летняя война наша 1654-67 годов. И все Крым. Ни один раз никто даже не думал из наших западных соседей, просто в планах не было идти на Москву. Ни у кого. А крымчаки туда как к себе домой заходили вообще-то. Последний раз в 1586
91 году. Смутное время какое. Это еще до смутного времени. А в смутное время он ну, туда в смутное время до там, Оки доходили же. там все ходили. Ну, страна-то исчезла как страна, поэтому понятно. Я имею в виду, когда было более-менее все в порядке. 1571 год сожгли Москву просто татары. Я говорю, какой-нибудь там Сигизмунд III, Ян Казимир, у него просто в страшном сне бы не приснилось придумать идти на Москву. Ну, потому что вы там поляжете по дороге все обязательно. А потом еще и Москву штурмовать, это опять же, это очень большой заряд сил требуется. Но опять, да, был момент смутного времени, когда просто не было страны и государства по факту. А крымчаки постоянно доходили до Москвы. И нужно было эту угрозу просто парировать наконец. 1773 год, Да. тогда это был вассал турецкого. Османской империи. Османской империи. То есть Ну, то они есть, были под османами. С 1440-х годов они, как ханство, образовались и в рекордно короткие сроки утратили полную самостоятельность. Да. Собственно, решали эту проблему, в том числе какие-то другие проблемы свои связанные в те года с империями. И разразилась очередная война. Да. И что характерно, мы Крым тогда не присоединили. Мы подписали с Турцией мирный договор, по которому, условно говоря, Крым был, современным языком говоря, демилитаризирован. Окончательно мы его присоединили в следующей уже русско-турецкой войне. Тоже при Екатерине. Да, конечно, уже там ближе к концу ее правления, в 80-е годы 18 века. Там как раз Суворов, Румянцев, все там наши красавцы выступали в тяжелом весе. И вот тогда-то Крым именно присоединили окончательно. Именно вот забрали себе целиком, полностью. Все, навсегда. И ну, история эта была очень очень тяжелая, неприятная, ровно по одной простой причине. До Крыма можно было дойти войсками, и туда доходили, ну еще при Иване Грозном Алексей Адашев туда ходил. Можно было крымчаков даже разбить, но ты не сможешь его завоевать, ты не сможешь его присоединить, потому что самое главное, ты туда не доволочешь пушки тяжелые, которыми можно брать города. Ну, потому что это степь, ты по степи вот это вот все. Петр I в прудском походе, как плохо получилось у самого Петра. Так, давайте поясним, почему по степи невозможно пушки перетащить. Пушка это тяжело, осадная тяжелая пушка, которой реально можно брать каменные города хорошо укрепленные. Но там один ствол весит там 15-20 тонн. Это как половина танка современного. А это все нужно волочь лошадями. Вон у нас стоит замечательная пушка Инрог 1571 года в артиллерийском музее. Такая хорошая проломная пищаль, стреляющая 32-килограммовыми ядрами. Ну так у нее по расписанию, мы хорошо знаем это из разрядной книги Ивана Грозного, на нее требовалось 60 лошадей, чтобы это вот перемещать. А лошадь жрет. И что хуже того, пьет по 10 литров воды в день Еще и минимум. помирает, зараза. Да. А пушка нужна не одна, их нужны десятки. А в степи ты их водой не обеспечишь. Вот просто не обеспечишь и все. Тебе нужно еще лошади нести воду. Да, да, там должны быть специальные лошади, которые будут вести воду, и они же ее, собственно, будут пить. То есть логистическая проблема переброски большого войска, там, десятков тысяч человек при вот этом большом наряде, то есть главной артиллерии нашей, которая брала города, это была проблема неразрешимая вообще. И по большому счету нормально воевать в сторону Крыма, да только при Анне Иоанновне начали. Вот генерал Миних, усмиритель Крыма. Вот да, вот 18 век уже да. Во-первых, мы гораздо ближе приблизились. То есть у нас там просто форпосты были в степи. Ближе было идти. Так-то от Москвы пришлось бы пилить. А так гораздо ближе все-таки. И только в 18 веке государство окрепло настолько логистически, экономически, как угодно, что смогло доставить в Крым вот эту решительную артиллерийскую силу, перед которой просто уже ничего не могло устоять. Я как понимаю, от Москвы создавались эти форпосты, куда закидывалась провизия периодически, с годами это все завозилось. Концентрировались припасы и просто ближе было И дойти. потом они такие, вот мы через 3 года идем туда, и нам надо, чтобы у нас по дороге стояло там зерно, оружие и прочее. Да, то есть уже начали подходить с умом. Это было понятно и раньше, что нужно так делать. Денежек не было. Денег не было, да. Это же безумно дорого, господи. Екатерина-то, несмотря на все успехи своего правления, но когда померла, у нее остался
Внешний долг 203 миллиона золотых рублей. Это только за платье. Вообще государственный долг. Я, кстати, не знаю про ее платье, насколько это легенда. Да, модница она была изрядная, одеваться любила. Плюс фаворитов у нее расплодилось какое-то, не знаю, сколько, 15 любовников, что ли, было официально зафиксированных. Очень бодрая дама. Ну, оставим ее личную жизнь. 203 миллиона золотых рублей. Знаешь, когда с долгами и процентами рассчитались по екатерининским долгам? В 1891 году. 100 лет платили за правление этой замечательной женщины. 100, лет. Неплохо.